Я стояла у алтаря в своей собственной свадьбе, когда мама шепнула: «Дорогая, это для блага семьи. Твоя сестра заслуживает этого больше». В тот миг я поняла, что любовь родителей — это не щит, а нож в спину, и моя месть родилась не из крика, а из тишины, которая разъедает душу хуже яда. А теперь представьте, вы планируете жизнь, а она рушится под ногами, и единственный способ выжить — стать тенью, которая душит врагов во сне. Меня зовут Анна, и я родилась в маленькой квартире на окраине Москвы, где зимы такие же суровые, как и секреты семейства Петровых. Мы с сестрой Ольгой, близнецы, но с детства все знали: она — звезда, а я — тень. Ольга с ее золотыми локонами и глазами, как у куклы из витрины ГУМа, всегда получала лучшие кусочки пирога, лучшие платья из секонд-хенда и лучшие похвалы от отца. «Аленька, ты наша принцесса», — говорил он, а мне доставалась роль практичной Аннушки, которая чинит сломанные игрушки и молчит, когда обижают. Мама, женщина с лицом, изборожденным морщинами от бесконечных смен в поликлинике, просто кивала: «Сестры должны делиться». Делиться. Это слово отравило мою юность, как дешевое вино на празднике. Мы выросли в типичной хрущевке на Таганке, где стены тонкие, как нервы, и каждый скандал эхом отдается по всему подъезду. Отец работал инженером на заводе, строил мосты, которые Москва так и не увидела. Его проекты всегда замораживались из-за бюрократии. Он возвращался домой с запахом машинного масла и разочарования, и единственной радостью для него была Ольга. Она училась в престижной школе с углубленным английским, мечтала о балете в большом, а я — в обычной, с уроками труда, где вязала шарфы для экспорта. Но я не жаловалась. Я любила сестру. По-настоящему. Делилась всем, от конфет «Мишка на севере» до секретов о первой любви. Моя первая любовь случилась в 18. Его звали Дмитрий, Дима для друзей. Высокий, с плечами, как у хоккеиста, и улыбкой, которая освещала серые московские будни. Мы встретились на концерте «Сплина» в Олимпийском, толпа ревет под «Выхода нет», а он стоит рядом, курит приму и шутит, что жизнь, как эта песня, без выхода, но с ритмом. Дима был из тех, кто строит будущее руками, механик в автосервисе на Ленинском, но с планами на свой бизнес. «Анна, ты — моя опора», — говорил он, целуя меня в парке Горького под дождем. «С тобой я чувствую, что могу перевернуть этот город». Мы начали планировать свадьбу через год. Ничего грандиозного, скромный ЗАГС на Арбате, потом пикник у реки с друзьями и шашлыки на даче под Сергиевым Посадом. Родители одобрили: хороший парень, надежный. Ольга тогда училась в институте, на факультете журналистики МГУ, и ее жизнь крутилась вокруг вечеринок в Бауманском и парней с машинами. Она завидовала тихо, но я видела, ее глаза темнели, когда я рассказывала о Диме. «Он скучный, Ань», — шипела она за ужином. «Тебе нужен кто-то с амбициями, как у меня». Но я отмахивалась. Любовь не меряется амбициями. А потом все сломалось. Это был май, теплый, как предвестие лета, когда Москва расцветает каштанами. Я вернулась с работы, я тогда работала бухгалтером в маленькой фирме на Тверской, считала копейки для чужих миллионеров и увидела их. В нашей гостиной, на диване, где мы с Димой смотрели «Иронию судьбы». Ольга в моем любимом платье, том самом синем, с кружевом, которое я сшила сама. А Дима? Он целовал ее шею. Не по-родственному. По-настоящему. Я замерла в дверях, пакет с продуктами выскользнул из рук, и йогурт растекся по линолеуму, как моя жизнь. «Аня». Дима отпрянул, лицо белее мела. «Это не то, что ты думаешь-то». Ольга даже не шелохнулась, только поправила волосы и улыбнулась той улыбкой, уверенной, как у кошки, поймавшей мышь. «Сестренка, прости. Но он выбрал меня. Мы любим друг друга». «Любим». Слово ударило, как пощечина. Я не кричала. Не плакала. Просто повернулась и вышла. Дверь хлопнула тихо, но в моей голове гром. Я бродила по улицам до утра,
мимо неоновых вывесок Макдональдса и пьяных компаний у фонтана на Пушкинской. Москва спала, а я умирала. Почему? Потому что предательство сестры — это не просто измена. Это нож, который входит в самое сердце, потому что она знала все мои слабости. Знала, как я боюсь одиночества, как мечтала о семье, которой у нас никогда не было, настоящей, теплой, без делиться. На следующий день родители вызвали меня на разговор. Кухня пахла борщом и сигаретами отца. Мама сидела с красными глазами, отец курил у окна, глядя на серый двор. «Аня, доченька», — начала мама дрожащим голосом. «Ольга. Она беременна. От Димы. Они хотят пожениться. Быстро. Это для ребенка. Для семьи. Для семьи». Слово, которое они всегда использовали, чтобы оправдать несправедливость. Ольга стояла в углу, рука на животе, плоском, как доска, но они верили ей на слово. Дима молчал, опустив голову. «Я люблю ее, Аня. Прости». Я смотрела на них и видела не людей, а маски. Родители, которые всегда ставили Ольгу выше, потому что она красивая, талантливая, будущая звезда. А я — запасной вариант. «Хорошо», — сказала я спокойно. «Поздравляю. Делитесь счастьем». Они не заметили, как мой голос дрогнул. Не заметили, как пальцы сжались в кулаки под столом. Я вышла, заперлась в своей комнате, крошечной, с видом на помойку, и впервые за много лет заплакала. Но слезы высохли быстро. На их месте родилась ярость. Не слепая, не кричащая. Тихая, как снегопад в декабре. Я решила, они заплатят. Не кровью. Не скандалом, который разнесется по Таганке и опозорит всех. Местью, которая разъест их изнутри, заставит сомневаться в каждом слове, в каждой улыбке. Я стану тенью. Их тенью. Сначала я улыбалась. На помолвке они устроили ее через неделю в кафе «Старый дом» на Сретенке с шампанским и тостами. Ольга сияла в колье от бабушки, которое должно было быть моим. Дима неловко чокался бокалом, избегая моих глаз. Родители обнимали их, как будто это венец мира. «За новую жизнь», — провозгласил отец, и все зааплодировали. Я сидела в углу, в черном платье, траур по своей мечте, и подняла бокал за любовь. Истинную. Мой тост повис в воздухе, как дым. Ольга фыркнула. «Аня, не грусти. Найдешь кого-то». Я улыбнулась. Я найду. Не волнуйся». Но внутри я планировала. Я знала Ольгу лучше, чем она себя. Ее слабость — тщеславие. Она жила для похвалы, для лайков, ВКонтакте, для историй в Инстаграме о идеальной жизни. Беременность. Ложь. Я проверила тайком, ее подруга, Катя, проболталась за кофе в кофемании. Ольга хочет свадьбу, чтобы зацепить Диму. Ребенка нет. Идеально. Моя месть начнется с правды, но не прямой. С намеков. С теней. Я начала с малого. Позвонила Диме на следующий день. «Давай поговорим. Как друзья». Мы встретились в парке у Кремля, где туристы фотографируют красные стены, а вороны клюют крошки. Он пришел виноватый, с букетом ромашек, моих любимых. «Аня, я не хотел». Она соблазнила меня. Я запутался. Я кивнула, слезы на глазах, настоящие, потому что часть меня еще любила его. Я понимаю. Но подумай, ребенок. Ты уверен? Он замялся. Она сказала. Я положила руку на его плечо. Проверь. Для себя. Для нас всех. Семя сомнения посеяно. Ольга почувствовала неладное.
Что ты ему наплела? Шипела она по телефону. Ничего. Просто желаю счастья. Но она нервничала. Свадьба приближалась, пышная, на 100 гостей, в зале известий с видом на Москву-Трику. Мои сбережения на нашу скромную церемонию ушли на ее платье от дизайнера, на цветы из Голландии. Родители взяли кредит. «Для Оленьки», — сказали они мне. Я кивнула. Конечно. Семья превыше всего. Месяц до свадьбы был как затишье перед бурей. Москва жарилась в июньском солнце, асфальт на Тверской плавился, а я варилась в своей ярости, как в котле. Днем — работа, вечерами — планирование. Я не спала ночами, листая старые фото в альбоме, мы с Ольгой в детском саду, одинаковые бантики, одинаковые улыбки. Почему она сломала это? Потому что всегда хотела больше. Больше любви, больше внимания. А Дима? Он был моим билетом к нормальной жизни, к дому без сквозняков и с детьми, бегающими по паркету. Я начала копать. Тихо, как мышь в стене Хрущевки. Ольга вела блог «Жизнь московской невесты» с фото в пробках на МКАДе, селфи с бокалом просекко и подписями вроде «Счастье — это когда семья поддерживает твои мечты». Я создала фейковый аккаунт «Тень Москвы», анонимный, с аватаркой «Силуэт девушки у окна». Комментарии начали капать, а платье не слишком вычурное для скромной свадьбы. Невеста выглядит. Не уверена. Ольга удаляла, но скрины разлетались. Ее подруги шептались. Кто это? Завидует. Дима проверял. Я знала, потому что он написал мне. Аня, она соврала. Нет ребенка. Голос в трубке дрожал, как осиновый лист. Что делать? Я помолчала, глядя на закат над крышами. Скажи родителям. Или я скажу. Он запаниковал. Нет. Они убьют ее. Устроят скандал. Я усмехнулась в темноту. Скандал? Нет, Дима. Правда. Просто правда. Он повесил трубку, но семя проросло. Родители ничего не знали. Пока. Мама звонила мне ежедневно. Ань, помоги с тортом. Ольга хочет кремовый, с розами. Я ехала в кондитерскую на Патриарших, выбирала ингредиенты, а в голове крутилось. Это торт для воровства моей жизни. Отец, строгий, как советский инженер, только раз спросил: «Ты в порядке, доченька?» Я солгала: «Да, пап». Рада за них. Но внутри — вулкан. Т.М. Эльнер — это не истерика, как в американских фильмах. Это долгая, холодная война, где каждый выстрел — слово, а поражение — в глазах, полных вины. Ольга заметила перемену. Мы встретились в кафе «Пушкин», ее любимом, с видом на памятник и круассанами за бешеные деньги. Она пришла в дизайнерских очках, живот выпирающий под блузкой, подушка, наверное. «Аня, хватит дуться. Ты же сестра. Поддержи меня». Я размешала сахар в чае, медленно, поддерживать. Как ты поддержала меня, когда я доверяла? Ее глаза сузились. Это не про тебя. Это про будущее. Дима, мой шанс на большую жизнь. Шанс. Слово кольнуло. А моя свадьба? Мои планы. Она отмахнулась. Ты найдешь другого. Ты всегда была сильной. Сильной. Да, я была. Сильнее, чем она думала. В тот вечер я написала первый пост от «Тени Москвы», когда сестра крадет твою любовь, а родители аплодируют. Это семья? Московские секреты. Анонимно, но с тегами ее блога. Лайки полетели. Комменты. Звучит как реальная история. Жаль девушку. Ольга взбесилась, позвонила в слезах. Это ты? Убери. Я удивилась. А чем ты? Но она знала.
Свадьба приближалась. Приглашения разосланы, элегантные, на плотной бумаге с золотым тиснением. Мое имя в списке почетных гостей, рядом с тетей из Подмосковья. Дима звонил по ночам. «Аня, я не могу». Она давит. Говорит, что без свадьбы покончит с собой. Классика Ольги, драма для внимания. «Тогда уходи», — шепнула я, — «до алтаря». Он молчал. Слабак. Но сомнение росло. Неделя до. Репетиция в ЗАГСе. Москва в пробках, я иду на метро, душном, как моя душа. Они там, Ольга в пробном платье, белом, как снег на Красной площади, Дима в костюме, который я помогла выбрать. Родители сияют. «Аня, смотри, как красиво». Мама обнимает. Я киваю, но внутри нож. Во время прогонки, обмен кольцами, поцелуй, я стою сзади, и вдруг Ольга спотыкается. Платье цепляется за коврик, она падает легко, театрально. «Ой, живот!» Вскрикивает. Все в панике. Дима подхватывает, отец зовет врача. А я? Я улыбаюсь уголком рта. Никто не заметил, как я случайно подставила ногу. Маленькая месть. Первая трещина. После ужин в ресторане «Кафе Пушкин». Шампанское льется, тосты летят. Отец поднимает бокал за мою Оленьку и ее счастье. Я жду своей очереди. За правду, говорю тихо, но все замолкают. Потому что ложь, как торт без крема, сладко снаружи, пусто внутри. Взгляды на меня. Ольга бледнеет. «Аня». Мама хмурится. «Что ты имеешь в виду?» Я пожимаю плечами. Ничего. Просто тост. Но слова повисли. Семя проросло глубже. Ночью Дима пишет, я рассказал отцу. О ребенке. Он в шоке. Я отвечаю, хорошо. Теперь твоя очередь жить с этим. Ольга звонит в истерике, ты все испортила. Он уходит. Я слушаю, молчу. Что ты хочешь? Кричит она. Чтобы я извинилась. Прости, Анька. Я не хотела. Не хотела. Ложь. Я хочу, чтобы ты почувствовала, говорю наконец. Каково это, когда крадут твое? Она ревет. А я кладу трубку. Первая победа. Тихая. Но месть только начиналась. Я знала, свадьба состоится. Ольга не отступит. Она, как Волга, течет, сметая все. А я? Я, Москва-река, спокойная, но глубокая, с подводными течениями, которые топят корабли. Дни летели. Москва готовилась к свадьбе, флористы везли розы из Эквадора, фотограф, парень с дроном для эпичных кадров. Я помогала, выбирала музыку, калинку для танцев, но внутри считала часы. Мой план зрел, не остановить свадьбу. Сделать ее ядом. Пусть она случится, но с привкусом пепла. За 3 дня — скандал. Тень Москвы постит фото, анонимное, но узнаваемое, Ольга с Димой в кафе, дата до моей измены. Кто-то знал заранее. Семья в курсе. Комменты взорвались. Подруги шептали, гости звонили. Это правда. Родители в панике. Отец допрашивает Ольгу, что за бред? Она плачет, зависть. Аня завидует. Мама ко мне, доченька, это ты? Я качаю головой, нет, мам. Но правда всегда выходит. Дима колеблется. Я люблю тебя, Аня. Всегда любил. Позже, в переулке у Арбата, он целует меня, горько, как осенний дождь. Уйдем вместе. Я отстраняюсь, слишком поздно. Теперь живи с выбором.
Он уходит сломленный. Ольга в ярости. Ты его подбила. Шлюха. Слово эхом в трубке. Я смеюсь тихо. Нет, сестра. Я просто зеркало. Смотри на себя. Свадьба на носу. Москва сияет огнями, белые ночи почти, но с привкусом драмы. Я надеваю свое платье, то самое, синее, для нашей с Димой церемонии. Не для гостей. Для себя. Чтобы напомнить, я жива. И моя тень длиннее, чем они думают. День свадьбы даунт ярко, как насмешка судьбы. Солнце заливало Москву золотом, от куполов Василия Блаженного до высоток на Котельнической все сияло, будто одобряя фарс. Я проснулась рано, в своей комнате, с головной болью от бессонницы. Зеркало отразило лицо, бледное, но глаза горели. Сегодня кульминация. Ни крик, ни драка на глазах у гостей. Тихий удар, от которого трещины пойдут по всем швам их идеальной семьи. Завтрак один, с черным кофе и видом на двор, где бабушки поливают клумбы. Мама позвонила. «Аня, приезжай пораньше. Помоги с волосами Ольги». Голос усталый, но возбужденный. «Конечно, мам». Я накрасила губы алым, цветом крови, не розовым невесты, и вышла. Метро до центра, толпа, запах пота и парфюма, но я плыла над этим, как призрак. В квартире кипела суета. Ольга в халате, волосы в бигуди, телефон в руках, отвечает на поздравления. Родители суетятся, отец гладит смокинг, мама развешивает шторы. «Смотри, Ань, как все красиво!» Показывает она букет. Белые лилии — символ чистоты. Я киваю, да. Чисто. Ольга бросает взгляд, не начинай. Сегодня мой день. Я улыбаюсь, твой. Полностью. Приехала стилистка, модная тетка из Элле с акцентом на «Р». Невеста, вы богиня. Ольга тает. Я сижу тихо, пью чай, но пальцы на клавиатуре телефона. Последний пост тени, сегодня свадьба. Но без ребенка, без будущего. Пусть гости знают. Анонимно, но с хэштегами «Свадьба Москва. Семейные тайны». Теперь ждать. ЗАГС на Арбате, исторический, с лепниной и портретами Ленина. Гости собираются, дяди в костюмах, тети в мехах, друзья Ольги из МГУ, все с шампанским в руках. Дима приезжает последним, лицо как маска. Аня точь. Шепчет, когда видит меня. «Удачи», — отвечаю я, и иду внутрь. Музыка, минуэт Баха, элегантно. Запах цветов душит. Церемония начинается. Регистратор, женщина средних лет, с голосом, как из радио «Маяк», Дмитрий, согласны ли вы взять Ольгу в жены? Тишина. Гости затаили дыхание. Дима смотрит на меня, секунду, вечность. Голос срывается. Ольга сжимает его руку, глаза умоляют. «Да», — выдавливает он. Аплодисменты. Поцелуй, короткий, без страсти. Я стою сзади, сердце бьется ровно. Первая часть сделана. Теперь банкет. Ресторан «Известия Холл», панорама на реку, столы в белом, свечи мерцают. Тосты льются, отец, за мою дочь, свет нашей семьи. Мама, слезы, объятия. Ольга сияет, но я вижу трещины. Гости шепчутся, пост тени разошелся, скрины в чатах. Слышала. Нет ребенка точь. Подруга Ольги, Маша, косится. Оль, это правда. Она отмахивается, зависть. Не верь. Мой тост позже, когда шампанское разгорячило всех. Я встаю, бокал в руке, за сестру и ее выбор. Иногда любовь, как московская зима, красивая, но холодная внутри. Смех, нервный.
Ольга бледнеет. Аня, сядь. Но отец хмурится. Что ты имеешь в виду? Я пожимаю плечами. Просто слово. За счастье. Взгляды следуют за мной. Семя, в плод. Танцы. Калинка гремит, гости кружат. Дима приглашает Ольгу, вальс, неловкий. Я танцую с дядей Костей, инженером как отец. Анька, ты грустная. Забудь его. Я улыбаюсь, уже забыла. Но не забыла. Ночью, после, я напишу Диме, разводись. Или живи в лжи. Он ответит, дам время. Ольга подходит во время торта, огромного, трехъярусного, с фигурками. Ты довольна? Шипит. Видишь, все хорошо. Я режу кусок, медленно, пока. Ее глаза — страх. Настоящий. Что ты задумала? Я шепчу, ничего. Наслаждайся. Ночь. Гости расходятся, Москва мигает огнями. Мы едем домой, такси по набережной. Родители в эйфории, Ольга молчит, Дима смотрит в окно. Дома — разбор. Отец — прекрасный день. Мама — да, но Аня. Твой тост. Ольга взрывается, она меня подставляет. Этот блок — ее. Тишина. Взгляды на меня. Я встаю. Блок? Не знаю. Но ложь о ребенке — это не подстава. Это факт. Слова падают, как бомба. Отец краснеет. Что? Дима кивает. Папа, она соврала. Ольга ревет. Нет. Я хотела ребенка. Просто точь. Мама в слезах. Девочки, зачем? Я смотрю на сестру, потому что ты всегда берешь мое. Теперь возьми и вину. Она бросается на меня, царапает, кричит, заведущая сука. Отец разнимает. Хватит. Это свадьба. Но свадьба сломана. Гости ушли, торт недоеден, платье в пятнах от шампанского. Ольга запирается в комнате, Дима уходит проветриться, к реке, наверное, тонуть в мыслях. Родители смотрят на меня. «Аня, почему ты молчала?» Я отвечаю тихо, потому что правда — лучший подарок на свадьбу. Утро после похмелья. Москва просыпается, трамваи гудят. Ольга звонит. «Прости. Я была эгоисткой». Голос сломленный. «Знаю», — говорю я, — «помоги мне». «С Димой». Я молчу. «Нет. Теперь сама». Кладу трубку. Месть — не конец. Это процесс. Долгий, как русская зима. Дни после, трещины растут. Ольга в депрессии, Блок молчит, подруги отстали. «Ты разрушила мою жизнь». Кричит по телефону. Нет. Ты сама. Дима пишет, я ухожу. Спасибо, что открыла глаза. Родители в шоке, отец курит пачку за пачкой, мама ходит к психотерапевту первый раз в жизни. Мы виноваты, Аня. Всегда баловали ее. Я киваю, да. Но теперь равные. Моя жизнь. Я уволилась, начала свой бизнес, маленькую мастерскую по пошиву платьев на Таганке. Первое, мое свадебное, перешитое в повседневное. Красивое, сильное. Парень появился, Саша, художник из винзавода, с руками в краске и душой без лжи. Ты, как Волга, Аня. Глубокая, говорит он. Но месть не кончена. Ольга пытается вернуться, давай мириться. Как сестры. Я встречаю ее в парке, том самом, где все началось. Мириться. Расскажи правду. В блоге. Перед всеми.
Она бледнеет. Нет. Позор. Я встаю. Тогда живи с этим. И ухожу. Тень удлиняется. Лето в Москве — это обман. Жара обещает свободу, но духота душит, как вина. Прошел месяц после свадьбы, а трещины в семье стали пропастями. Ольга жила с Димой в съемной квартире на Чистых прудах, люкс, как она хвасталась, но теперь это клетка. Он вернулся к работе, но глаза пустые, как послевоенные дамы. Родители звали их домой, но Ольга отказывалась, мы сами. Гордость — ее щит, но я знала, он трескается. Я видела ее реже, но слышала все. Мама звонила. Ань, Аленька в беде. Дима уходит, друзья отвернулись. Голос дрожал, как осиновый лист на ветру. Мам, это ее выбор. Она плакала, мы слепы были. Ты — наша опора теперь. Опора. Слово, которое я ждала всю жизнь. Но оно пришло поздно, с привкусом соли. Мой бизнес рос. Ателье Анны, скромное, в подвале на Таганке, с машинкой Сингр от бабушки и тканями из тканицы. Клиентки — обычные москвички, уставшие от фейковых идеалов. «Сшей мне платье, в котором я чувствую себя королевой», просила одна разведенная бухгалтерша. Я шила, простые линии, сильные цвета. Саша помогал, рисовал эскизы, целовал в перерывах. «Ты оживаешь, Аня», — шептал он. Да. Месть давала силы. Но Ольга не сдавалась. Она пришла ко мне, без звонка, в полдень, когда Москва встает с сиесты. Дверь ателье звякнула, и там она, худее, волосы тусклые, в старых джинсах. «Аня. Поговорим». Я отложила иголку. «Заходи». Мы сели за стол, среди рулонов шифона. Чай, черный, без сахара. Я виновата, начала она, глаза в пол. Украла твою любовь. Твою свадьбу. Потому что завидовала. Ты всегда была. Настоящий. Настоящий. Слово кольнуло, комплимент или нож? Почему? Спросила я тихо. Она вздохнула, с детства. Ты умная, спокойная. Мама любила тебя за это. А меня — за внешность. Но внутри я пустая. Дима. Он увидел в тебе опору, а во мне — приключение. Я солгала о ребенке, чтобы удержать. Слезы покатились. Я смотрела, жалость шевельнулась, но ярость сильнее. И родители. Они благословили. Она кивнула. Они всегда меня баловали. Чтобы компенсировать нашу бедность. Твою силу. Силу. Я встала, подошла к окну, вид на улицу, где мальчишки играют в футбол. Ты знаешь, что сделала? Не просто украла. Убила во мне веру в семью. Она протянула руку. Прости. Давай начнем заново. Я отстранилась. Прости. Легко. Но доверие, как платье, порвалось, не зашьешь бесследно. Она ушла сломленная, но я знала, это не конец. Месть в прощении, которое жжет. Вечером Саша пригласил на выставку, в гараже, среди авангарда и шампанского. Мы гуляли, держась за руки, Москва шептала: «Ты свободна». Но телефон зазвонил. Дима. «Аня, помоги». Ольга. Она в больнице. Попытка. Таблетки. Сердце сжалось. Я примчалась, такси по Садовому, ночь, огни мигают. Больница на Тверской, запах хлорки, стоны. Родители там, отец курит в коридоре, мама в слезах. Самоубийство. Шепчу. Из-за чего? Мама, из-за всего. Блога, слухов, Димы. Он подал на развод. Ольга в палате, бледная,
трубки в венах. Глаза открыты, но пустые. Аня хрипит. Я сажусь. Зачем? Она плачет, чтобы все кончилось. Ты победила. Победила. Слово висит. Я глажу ее руку впервые за годы. Нет. Это не победа. Это урок. Врачи говорят, промыли, будет жить. Но шрамы внутри. Дима ждет снаружи, я виноват. Не удержал. Я смотрю, уходи. Дай ей время. Он уходит, тень сам. Родители благодарят, ты спасла ее. Нет. Я не спасала. Моя месть дошла до края самоуничтожения. Ночью не сплю, а если переборщила? ТМЛ — это лабиринт, где месть и любовь сплетаются, как нити в ткани. Недели после выздоровления. Ольга выписалась, живет у родителей. Блок удален, друзья, тишина. Она пишет мне: спасибо, что пришла. Я меняюсь. Я отвечаю: докажи. Мама устраивает семейный совет в кухне с борщом и водкой. Отец: мы все виноваты. Баловали Ольгу, игнорировали тебя. Мама: прости нас, Ань. Я молчу долго, прощаю. Но меняйтесь. Ольга кивает, я расскажу правду. Вслух. Перед всеми. Ее признание в кафе с подругами. Я солгала. Украла у сестры. Завидовала. Слезы, объятия. Новости разлетаются, тень молчит, но эхо живет. Дима звонит, я свободен. Можем ли мы? Я: нет. Иди вперед. Саша целует, ты сильная. Но месть эволюционирует. Теперь в помощи. Я шью Ольге платье, не свадебное, простое, для новой жизни. Чтобы ты почувствовала себя настоящей, говорю. Она плачет, спасибо. Родители гордятся, наши девочки. Москва осенью, листья падают, как старые обиды. Зима близко. Снег первый, легкий, как прощение. Но внутри все еще огонь. Месть закончилась. Или только затишье. Зима в Москве — это не сказка, как в морозко. Это тест на выживание. Мороз щиплет щеки, ветер хлещет по проспектам, а в душе, если не согреться воспоминаниями, замерзнешь насмерть. Прошло 2 месяца после признания Ольги, и семья вроде склеилась, хрупко, как новогодняя игрушка из хрусталя. Но я знала, один толчок и осколки. Мой бизнес расцвел, ателье переехало в большую комнату на 1-м этаже с витриной на улицу. Клиентки шли не только за платьями, но за историями. «Ты шьешь душу в ткань», — сказала одна, актриса из «Современника». Саша выставлялся, его картины в винзаводе, абстрактные бури эмоций. Мы жили вместе, в его лофте на Красном Октябре, с видом на реку и запахом краски. «Любовь — это не кража», — шептал он по ночам. «Это дар». Я верила. Почти. Ольга менялась. Видно было, она записалась на курсы «Психология в РГГУ», чтобы понять себя. Работала фрилансером, тексты для журналов, честные, без гламура. «Я пишу о предательстве», — сказала она за ужином у родителей. О том, как оно жрет изнутри. Отец кивнул. «Хорошо, дочка. Гордись». Мама готовила пельмени, наши любимые, с вишней внутри. «Девочки, миритесь по-настоящему». Мы обнялись, неловко, но тепло. Но тени не уходят. Дима вернулся, не ко мне, к ней. «Второй шанс», — сказал он Ольге. Она согласилась, чтобы искупить. Свадьба. Нет, тихо,
ЗАГС без шума. Я узнала случайно, от мамы. Приходи, Ань. Будет скромно. Сердце кольнуло. Опять? Но я пошла. Не за местью. За закрытием. Церемония в маленьком ЗАГСе на Патриарших под дождем снега. Ольга в моем платье, перешитом серым с белым воротником. Дима в свитере. Гостей 5, родители, я, Саша и подруга. Тосты короткие, за правду. Ольга смотрит на меня. Спасибо, сестра. Ты научила. Я киваю, не повторяй ошибок. После чай в кофемании. Разговоры о погоде, о планах. Ребенок. Спрашивает мама робко. Теперь по-настоящему. Ольга краснеет, время покажет. Дима сжимает ее руку, крепко, но без страсти. Я вижу, это не любовь. Это ремонт. Саша шепчет, ты в порядке? Я, да. Прошлое, как снег, тает. Но ночью кошмар. Ольга в белом, крадет Диму, родители смеются. Я просыпаюсь в поту, Саша обнимает. Отпусти. Отпустить. Легко сказать. На следующий день звонок от отца. Аня, приезжай. Ольга. Опять. Сердце падает. В квартире хаос, вещи разбросаны, Ольга в слезах. Он ушел. Сказал, любит тебя. Дима. Опять. Я сажусь, расскажи. Она рыдает, мы пытались. Но он. Сравнивает. Говорит, ты настоящая, а я маска. Маска. Ее слова эхом моих. Что теперь? Спрашиваю. Не знаю. Может, это карма. Карма. Русская душа в этом, верить в возмездие свыше, но мучить себя самой. Я помогаю, собираю вещи, зову такси. Иди к маме. Подумай. Она обнимает. Ты моя сестра. Навсегда. Тепло, но с привкусом горечи. Дома Саша ждет. Вернешься? Я всегда. Любовь — мой якорь. Весна пришла рано, подснежники в Коломенском, Москва тает. Ольга уезжает в Питер к подруге, начать заново. Пиши, говорю. Она, обещаю. Родители стареют, отец на пенсии, чинит модели кораблей, мама — волонтер в хосписе, чтобы ценить жизнь. «Мы любим вас обеих поровну», — говорит отец. Я верю. Мой триумф — выставка Саши. Картины о нас, о мести, о прощении. Одна-две сестры у реки, одна в тени, другая в свете. Это мы, шепчу. Он, теперь вместе. Гости аплодируют, шампанское льется. Ольга пишет из Питера, горжусь тобой. Прости еще раз. Месть. Закончилась. Или трансформировалась в силу. Но иногда, в тишине ночи, я думаю, а если бы не предательство? Была бы я такой. Москва учит, боль, учитель лучший. Лето вернулось, второе, чище первое. Москва в жаре, но воздух свежий, как после грозы. Ателье процветает, заказы из журналов, клиентки, звезды сериалов. Саша и я помолвлены тихо, кольца простые, серебро с гравировкой «Тени и свет». Свадьба. Не скоро. Без спешки, говорит он. Я согласна. Любовь не гонка. Ольга вернулась в сентябре с чемоданом и новой стрижкой, короткой, как бунт. Я в Питере работала редактором в маленьком издательстве. Пишу книгу. О нас. О нас. Сердце екнуло. О предательстве. Она кивнула.
О мести. О прощении. Ты — главная героиня. Я усмехнулась. Не жертва. Нет. Воительница. Мы встретились в парке Горького, под каштанами, где листья ржавеют. Лавочки мокрые от росы, утки в пруду крякают. «Расскажи», — сказала я. Она говорила час о Питере сером, как меланхолия, о терапии, о Диме. Он уехал в Екатеринбург, начал заново. Я отпустила, закончила. Хорошо. А родители? Они изменились. Отец извинился на коленях. Мама, теперь равная. Семейный ужин в Дагестане с шашлыком и вином. Отец тостует за дочерей. За уроки. Мама, мы слепы были. Но теперь видим. Ольга и я чекаемся, бокалы звенят, как колокольчики. За сестер, шепчу. Она улыбается, искренне, впервые. Книга вышла «Тени Москвы». Тираж скромный, но рецензии — огонь, глубокий психологический триллер о семье и возмездии. Презентация в библиоглобусе, толпа, автографы. Ольга читает отрывок, и я стояла у алтаря, крадя сестринскую мечту, и думала, это победа. Но месть ее была тише бури и глубже ножа. Слезы в зале. Я в первом ряду, Саша держит руку. Горжусь, шепчу. Дима пишет письмо, старомодно. Аня, прости. Я был слаб. Ольга изменилась. Будь счастлива. Я сжигаю, в камине лофта пламя лижет бумагу. Саша, конец? Да. Зима, наша свадьба. Скромная, как мечтали сначала, ЗАГС на Арбаты, гости, друзья, пикник у реки. Ольга, подружка невесты, в платье от меня, зеленом, как надежда. «Ты красивая», — говорит. Родители сияют, отец с медалью деда, мама с букетом. Тост Саши, за Анну, свет в тени. Я плачу от счастья. Год спустя Ольга с парнем, тихим программистом из Яндекса. «Не краду», — шутит она. «Даю». Мы смеемся. Книга, бестселлер, экранизация шепчется. Моя месть. Стала легендой, тихой, вдохновляющей. Москва вечна, снега тают, огни горят. Я стою у окна, Саша спит, живот округлился. Жизнь не кража. Дар. И тень моя, теперь свет.